Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Юля, вы находитесь на канале Ауникири. И сегодня покажу игрушки, которые связала. Мне уже не терпится вам показать новинки. И еще поделюсь долгожданными покупками и ссылки на них. Приятного вам просмотра! Начну с улиток. Мне нужно было связать 10 улиток, и я решила их связать в ярких цветах. Оторвалась, можно так сказать, по полной. И сейчас покажу, какие улитки получились. Их я вам уже показывала в предыдущих видео. Вот такие удивленные улитулечки чудные получаются. И все они разноцветные. Вот такая. Получается ярко-неоново-оранжевый цвет и неоново-желтый. Такой желто-салатовый цвет. Оранжевый цвет Woolens Bunny Baby, а вот этот желтый это Лавита. Вот такая красотулька. Ну, на самом деле, розовый он намного ярче, он тоже неоново-розовый. Тоже это Лавита, а это Woolens. Вот такой. Тоже смесь Лавиты и Woolens. Вот такая красотулечка. Вот такая нежная, тоже в подобном цвете я вам уже показывала. Мне просто нравится такое сочетание цветов. И вот такая вот. Это прям вообще, ну не передается цвет, но она прям самая яркая из всех. И мне нравится такое сочетание цветов, именно салатового и ярко-неонового желтого. Прям ее издалека видно, самая выделяющаяся из всех. Вот такие вот две. Вот. Вроде бы они похожи сами по себе, но тем не менее они связаны по чуть-чуть разным мастер-классам. Одна по версии Даши, а другая по моей версии вот этой улитки. Кстати, у Даши из канала «Все вязаное» в платном телеграм-канале и в подписке ВКонтакте в закрытой группе можно найти это описание. Можно найти два этих описания, а вы уже можете себе выбрать на выбор, какую версию вы хотите связать. Они вообще такие малютки получаются. Мне нравится их вязать, так как можно тут проявить свою фантазию, и в разных цветах, в сочетаниях разных цветов можно связать и украсить по-разному. Но я делаю акцент на том, что они очень яркие. И вот когда они все вместе будут стоять на прилавке, то будут привлекать внимание своими такими глазенками просящими и своим ярким цветом. Будет видно их издалека. Вот. А ростом они получаются, ну, я не знаю, с усиком, без усиков, ну, где-то 5,5, если с усиками, без усиков 5 на 6 где-то сантиметров, смотря как мерить. Вот. И также подобрала вот эти шнурочки под цвет панцирей. Ой, вот. Ну, у всех, короче. Все, уходим. Также связала 5 губка Боб. Вот такой красавчик. Я решила как бы сделать его более аккуратным и упростить себе задачу с вышивкой. И сделала вот эти вот галстучки из фетра. Мне кажется, так смотрится лучше и аккуратней. Такой лапки в стороны. Вот, в общем, 5 губок связала. Получается, как обычно, ростом 6,5 сантиметров. Ну, 6-7. Нет, 6,5. Вот. Это я как бы еще не всех связала, мне еще нужно 5 связать. Вяжу их по своему мастер-классу. Если кто еще не вязал, проходите, вяжите. Бесплатный мастер-класс у меня на канале. В плейлисте мастер-классы. Также в парочку связала им патриков, пузатиков. И решила этим 5 сделать глазки овальные. Ну, они и реалистичнее смотрятся, и
я думаю, зачем мне держать глазки в запасе? Нужно тратить все, что есть. Вот такие 5 друзьяшек. И также в этот раз использовала вот такую вот ярко-салатовую пряжу на шортики. Вот такие пузатики веселые получаются. Вот такие они в сравнении с губкой. Мне кажется, идеально. Рост тоже, скорее всего, как обычно. Вот, 9-10 сантиметров. 9,5-10 сантиметров. Ну, смотря, если загнуть, то он будет чуть-чуть поменьше. Эту макушку его. Кстати, если, допустим, вы тоже вяжете по этому мастер-классу, то обращайте внимание, что, возможно, может потребоваться петля смещения, так как тут очень важно, чтобы не перекосило. Вот, чтобы ножки были при складывании прям посередине, они уезжали куда-то. Потому что я вяжу определенной ниткой, и она по толщине не сильно толстая, но и не тонкая. Если, допустим, нить потоньше, то, возможно, придется сделать смещение петли назад, то есть не довязать одну петлю. А если более толстая нить, то придется связать больше на одну петлю в ряду. Вот. Кстати, точно забыла вам показать. Я же еще получила посылку, и мне пришло 20 вот таких вот наушников. Они, конечно, маленькие, на маленькую какую-то игрушку, но вообще качество мне нравится, и смотрятся они очень прикольно и реалистично. Тут, получается, смешанные цвета. 24 наушника было в комплекте, я заказывала на Тему. Вот. И они так прикольно, мне нравится, как они подходят к Патрику. Вот, как Патрик прикольно смотрится с этими наушниками. Мне кажется, этим Патриком можно что угодно так прикрепить. И круг, я видела, используют. Ну, в общем, можно и наушники тоже так прицепить. И будет такой модный Патрик. Ну, конечно, насчет вот так вот я не знаю, но может быть и так. Но вот именно на шею можно повесить. Такой пухляж с наушниками. И еще я, конечно, стала примерять на игрушки, которые были у меня в наличии. И как вы думаете, кому еще подошло? Конечно же, Сиду, потому что он тоже худенький. Вот все, кто худенький, из моих игрушек, им подходит вот этот вот вариант. Ну, то есть шея у него, она, конечно, чуть-чуть болтается, но если он будет висеть у кого-то там на рюкзаке или на чем-то, то они не сползают, они никуда не денутся, так как они держатся на шее. И ни туда, ни сюда, то есть они держатся. И вот такой модный Сид. Но вот из всех этих наушников, мне кажется, что выигрышнее всего смотрятся розовые или желтые. Вот в таких ярких каких-то цветах, чтобы их было прям видно так издалека. Эти наушники. Модник. А вот черный уже так более по классическому, он типа такой. Не сильно, мне кажется, заметный вариант. Вот лучше какие-то яркие. Ну, как бы выбора не было, они продавались комплектом, поэтому я и на пробу, я не знала, каким размером они придут. Вот, если кого-то интересует, вот, видите ширину их. То есть, вот, шея должна быть не больше, так как оно некрасиво будет смотреться, если они вот так вот растянутся. То есть, вот такая где-то до, не знаю, до скольки, до 20 в диаметре, наверное, где-то должна быть шея. Может, 20 чем-то. Если у вас есть такие какие-то игрушки, то эти наушники подойдут. Или, допустим, если игрушку, та, которая из плюшевой пряжи, связать ее из более тонкой, или из китайского велюра, или
не китайского велюра, а вот этот, то, что есть Дольче велюр вроде бы, или вельвет. Вот такая более тонкая пряжа. Или просто из тонкой пряжи, из полухлопка. В общем, просто сделать, уменьшить игрушку, сделать ее поменьше. Дальше связала летние фрукты, ягоды. Вот, получается, клубнички. Связала клубнички такие. И арбузики. Все одним цветом, потому вот я их положила в такую коробочку и потом упакую, и будут они уезжать к заказчице. Вот. 10 таких клубничек связала и 10 арбузиков. Клубнички в этот раз я... Только что такое не фокусируется. Клубнички в этот раз я вязала по мастер-классу Марты с канала Плюшевое счастье. Вот такие классные клубнички получаются, тоже маленькие. Но только я вот эти вот листики вяжу по-своему и чуть-чуть вот закрываю по-своему. А так можно чуть-чуть просто больше листиков я делаю. У Марты вроде бы там 3 листика, и там по-другому чуть-чуть закрывается отверстие, а я делаю убавки. А арбузики вяжу по своему мастер-классу. Тоже есть у меня на канале. Тоже арбузики можно связать любым цветом. Ну как любым. Можно зеленый арбуз недозревший, можно желтый, можно без косточек сделать, можно розовый, ярко-розовый или недоспевший такой светло-розовый. Ну, тоже в разных цветах. И вот такая получилась ягодная полянка. Вкуснятины. Уже не дождусь, когда там будет... Когда там клубника поспеет, если она вообще будет в этом году. Ну и арбузы тоже не дождусь. Кстати, ростом арбузик получается сколько? 6 сантиметров. А клубничка тоже, ну, где-то 5,5 или 5 сантиметров. 5,5-5 сантиметров. А дальше связала вот такое вот пушистое маленькое чудо. Перепуганный голубоглазый котеночек, такой пушистый, маленький, с таким хвостиком, такими подогнутыми лапками, прям такой, и просится в ладошку, чтобы вот так вот лечь. Он такой ладошечный, маленький сам по себе котенок. Я думаю, отлично смотрелся бы в люлечке какой-то или еще в чем-то, в корзинке, может. Но и без него он прекрасный. Конечно, у меня получился этот котенок не совсем такой, как по мастер-классу, как у других девочек. Кстати, таких котят, это я просто вступила в группу у Даши, добрый чатик ВКонтакте. И когда я только вступила, там сразу девочки начали показывать вот таких вот котиков, вяжут пушистых котиков. Ой, и все, я заразилась, мне тоже захотелось такого котенка. Хоть я как бы не вязала прям так целую игрушку из пушистой пряжи. Но у меня была она в наличии, и мне хотелось тоже попробовать. Мне казалось, это не так уж и сложно. Но на деле это оказалось не совсем не так уж и сложно. И, в общем, я тоже заразилась такими котятами. И вот, этот первый котенок у меня такой получился. У Тани по мастер-классу глазки идут поменьше. Она рекомендует взять глазки 12 или 14 миллиметров. У меня были в наличии глазки только 12 миллиметров. И мне казалось, что у меня какая-то большая такая мордочка получилась. И я примерила глазки 12 миллиметров, и они вообще тонули. Они как бы вообще не шли ему, и он смотрелся с ними как будто крот. Или как бы котик с плохим зрением. То есть они очень слишком мелкие были для него. Особенно если учитывать, что это глазки кабошоны.
Вот если черные бывают маленькие, то они уместно смотрятся. А вот кабошоны, когда маленькие, не всегда оно так работает. Или это только у меня в голове. Ну, короче, 14 миллиметров у меня глазок вообще не было. И мне приходилось выходить из ситуации, и я решила использовать глазки аж 16 миллиметров. То есть, получается, чуть-чуть перебор. С глазками у меня, как всегда, как это у меня обычно получается. И вот у меня получился из этого чуть-чуть перепуганный такой грустный котик. Но тем не менее, вроде бы на камеру он смотрится такой миленький. И вот когда я смотрю на него под хорошим освещением, он такой милашечка. Кстати, носик... Ой, не фокусируется. Носик — это тот носик, который я вам говорила. Покупала форму из полимерной глины и делала носики. И вот кошачий носик такой ему не самый маленький, но ближе к маленьким. Он подошел сюда хорошо. Я его делала из светлой полимерной глины. То есть вот он такой прям светло-нежно-розовый. Его почти не видно. Мне кажется, вот он подходит такому котику. Также, ну, насчет мастер-класса расскажу. И насчет вот как у меня проходило вязание. Я думала, это не так сложно, как я уже сказала вам. Но особенно первый котик мне сложно дался. Не знаю, может быть, вязание у нас чуть-чуть, ну, скорее всего, по-разному проходит. А вот смещение петель именно в вот таких вот меховых игрушках, мне кажется, оно идет не на одну, допустим, смещение, не на одну петлю, а бывает прям на 2, на 3. Может, у меня только так. Но у меня, в общем, много не совпадало. Один ряд в одну сторону, у меня не совпадал, в другой раз в другую. И я перевязывала, потом пересчитывала, у меня не совпадало. Ну, короче, чуть-чуть надо приловчиться, чтобы повязать этой пряжей. То есть не так уж это и легко. И правда, надо поставить памятник тем людям, кто на постоянной основе вяжут вот именно из такой пушистой пряжи. Это вообще мало того, что нужно связать и постоянно пересчитывать петли, которые в ряду, хоть я и всегда и так их считаю, так и еще ничего не пропускать. Но и после этого еще нужно начесать и обязательно подстричь его. А вот стрижка это занимает довольно-таки много времени. То есть тут надо не просто обрубить ему там концы, обрубать, а прям так красиво подстричь, чтобы как бы плавно переходило это все, как бы шерстка, как лесенка или как сказать вам, шла, как, грубо говоря, как профессиональный грумер или парикмахер. То есть это не так уж и просто тоже надо еще приловчиться и научиться. Но в мастер-классе там объясняется, как подстричь, но это все равно надо чуть-чуть попрактиковать. Если кто-то захочет на постоянной основе вязать котиков, то, возможно, пойдет. Но как, если вы делаете это впервые, то это будет затруднительно, как и для меня. Но, возможно, у вас будет как-то по-другому. Вот, и это у меня первый котенок такой получился. По мастер-классу должен он выйти около 15-14 сантиметров. У меня он вот так, сколько? Ну, даже 13, а я что-то думала 14. Ну, 13 сантиметров без хвостика. А мне казалось больше, как-то я плохо мерила. Вот. Расход, ну, на одного котика у меня ушло чуть-чуть меньше, на другого побольше. Где-то 40-50 грамм расход ниточки. И я, кстати, даже не знаю, почем его продавать. Потому что как бы нитки вот эти вот пушистые, дорогие. Игрушка трудозатратная. И как бы сложно вязать из вот этой пушистой пряжи. Потом еще подстригать и все такое. Ну, как бы они такие милошулечки. Я не знаю, как можно пройти мимо таких лопатулечек котят.
также их можно связать не только в таком реалистичном виде, а еще там предлагают такие варианты, которые сейчас популярны у молодежи или у подростков, такие как глам-панк стиль, можно так сказать. Так, вот этот первый котенок. Я его положу или посажу сюда? Не, посадить-то я так загнула, положу точно. А дальше я наконец-таки получила глазки, которые хотела, которые я вам показывала, я не помню, в прошлом или в позапрошлом видео, я вам показывала, что заказывала глазки, вот эти с сердечком, которые со скошенным зрачком и сердечком. Я же тоже насмотрелась у всех, потому что эти глазки, ну, просто шикарно выглядят на всех игрушках. Ну, просто идеально. И мне тоже захотелось, конечно же. И вот я заказала, они пришли, сейчас покажу, какие глазки пришли. Кстати, заказывала я у того же продавца, который ошибся мне и не совсем то, что надо, отправил. И вот, заказала глазки разных размеров. И сейчас покажу, вот, 12 миллиметров пришли. Я не буду прям все показывать, я просто сложила их уже в такую упаковку. И смотрите, я заказывала на Алиэкспресс. Есть отличие от глазок от Майи, если кто-то именно из России смотрит, но я просто вам скажу, что у Майи глазки, у нее вот это вот, они более плоские, у Майи глазки. А вот тут вот именно полусфера, так полусфера, то есть она прям более выпуклая. То есть это не просто как линза, а именно полусфера. И сам вид глазика на игрушке смотрится чуть-чуть по-другому за счет этого. Также, сейчас покажу поближе. В общем, я уже пересмотрела практически все глазки, и тут есть глазки, где вот эта вот белая часть выглядывает чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше. О, оно даже не фокусируется, а я показываю. То есть вот эта белая часть есть там, где больше выглядывает, или там, где меньше. И вот эта черная часть тоже. В общем, нужно подбирать каждому глазику пару, чтобы не было такое, что тут прям чуть-чуть белого выглядывает, а тут прям наполовину. То есть есть такие глазки, где они, у них получается, они слишком сместили. На маленьких этих не сильно видно, но на больших я там смотрела, там побольше. Эту разницу видно. То есть, получается, они делают эти глазки вручную. Это я, которую заказывала на Алиэкспресс. И сначала распечатывают на фотобумаге или на чем-то, или на какой-то другой бумаге, в общем, которая не размокнет, не знаю. Распечатывают глазки, кругляшки вот эти вот, а потом приклеивают вот эти вот стеклянные кабошоны. И получается, так как это ручная работа, то человек может один глазик приклеить, так другой чуть-чуть у него может сместиться, чуть-чуть кривовато. Короче, вот не идеально, что я могу сказать. Но у меня как бы выбора нет. Я заказываю там, где есть. Ну, у Майи мы заказывать не можем, так как мы из Украины. Вот. А только с Алиэкспресс. Это 12 миллиметров. А еще 14. 14 миллиметров. Я сейчас... я уже их вот что сделала. Я их приклеила вот так на скотч. Собрала их сразу по парам и приклеила на скотч, чтобы мне потом не пришлось сразу все рассматривать и искать им пару. Вот. И вот тут вы можете уже увидеть. Смотрите, тут белого больше, тут белого меньше. И вот я постаралась поискать максимально одинаковые пары. Так что ж, и тоже, видите, эта полусфера прям такая конкретно выпуклая. Где-то нет, меньше сантиметра, она в толщину саму. Где-то 7-8 миллиметров. Именно в толщину вот этой полусферы. И за счет этого, конечно, они чуть-чуть по-другому смотрятся на игрушке.
И сейчас покажу котика, который получился уже с такими глазками, которые я наконец-таки дождалась. Кстати, если кому-то нужна ссылка, я могу оставить. Но я вам уже объяснила, какие тут могут быть минусы. Так что ж, учитывайте это. И, кстати, они тоже не такие уж и дешевые глазки эти. Довольно-таки дорогое удовольствие. И, получив мои долгожданные глазки, я, конечно же, взялась быстрее за вязание второго котика. И вот такой лапотулька получился. Да, конечно, одни глаза светятся. Прям... Тут просто большие глаза, такие просящие, грустные. А тут прям как фар светятся, потому что такие, они прям выделяются на фоне этой игрушки. Вот смотрите, насколько они выпуклые. Вот это выпуклые глазки. Вот. И вот такой котенок получился. Вот. Ростом они одинаковые получились. И вязала и этого из китайской пряжи меховой. Можно заказать ее как в Китае, так и просто на каких-то маркетплейсах. Если вы из Украины, то можно заказать у Екатерины пряжа в Инстаграм. У нее там нормальные цены на эту пряжу. Бывает даже дешевле, чем в Китае. Ну, а бывает и... Ну, смотря где вы покупаете. И вот такой второй котенок получился. Тоже милашулечка. Ой, прям мне очень хочется связать таких много котиков в разных цветах, в разной меховой пряже. И даже меня не останавливает то, что там надо их подстригать. Там и все такое, какие-то сложности. Они мне просто так нравятся, такие милашечки, грустёшечки. Но просто вот на фотографии глаза так сильно не виднеются, как вот сейчас я снимаю на съемке. Кажется, что одни прям глаза видны. В общем, в реальности он смотрится помилее, мне так кажется. И вот в сравнении тут 14 миллиметров, тут 16 миллиметров глазки. Но тут, конечно, вот выпуклые, может, за счет выпуклости оно прям так бросается в глаза, эти глазки, не знаю. И носик тоже приклеила вот этот, который из полимерной глины делала. Ну, красавчик. Тут, конечно, у меня бантик уже не поместился. Ну, хотя он тоже бы уместно смотрелся. Но, может быть, потом добавлю бантик где-нибудь тут или не знаю. Ну, в общем, это моя новая любовь, эти котики пушистые. Такая прелесть, такая прелесть. Я не знаю. Видите, у них еще так хвостики подгибаются, как у маленьких котят, как будто они такие трусишки, такие перепуганные, как будто что ты меня взял, положи меня на место. Так, все. И еще заказывала вот такие вот глазки. Это у меня была как альтернатива, я заказала их еще до того, как пришли вот эти вот глазки с сердечками. Я хотела что-то такое выбрать подобное, но не находила чего-то такого хорошего. Потому заказала овальные, вот такие со звездочками. Еще не знаю, ну, они по паре, да. Не знаю, куда я их применю, но вот, как говорится, чтоб были. Они 13 на 18 миллиметров. Кстати, очень качественные глазки. Вот. Видите, есть ребро вот такое. Ну, сам глазик хороший, качественный. Вот, не знаю, сколько их тут. 10, наверное, пар. Или 10 или 12 пар. Тоже заказывала на 10 пар, да. 13 на 18 миллиметров. Тоже заказывала на Али. Если кому-то нужна ссылка, я скину. И все. Спасибо вам, мои дорогие, что откликнулись на мою просьбу и написали свои отзывы, свои истории про котиков и про собачек, которые у вас были, насчет зубок, которые я спрашивала в прошлом видео. Спасибо вам большое. Много дельных советов. И есть
решение, которое я для себя приняла. И как бы теперь я знаю, какие шаги дальше мне делать для того, чтобы решить эту проблему и для того, чтобы мы выздоровели. Спасибо вам большое за вашу отзывчивость и неравнодушие. В этом видео я не показывала никакие процессы или не довязав. Ну, не всегда у меня получается это снимать. И, кстати, вот те игрушки, которые там вам показывала, которые в процессе, я еще и не успела довязать. Но я стараюсь это все успеть и буду вязать потихоньку, как получается. И к следующему видео уже будут новые кружки. Все, спасибо вам, что посмотрели это видео. Если вдруг вы не подписаны, то можете подписаться. Тогда вы не будете пропускать новых видео. Спасибо вам еще раз. Всего вам хорошего. Здоровья вам, хорошей погоды, удачных продаж и вдохновения. До свидания, до новых видео.